Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Криминальный авторитет Атари Бойцов в 2011 году получил за бандитизм и серию разбоев 19 лет, вышел раньше срока по болезни и с тех пор скрывался. На днях он скончался при таинственных обстоятельствах. По данным оперативников, скрывшийся 3 года назад от правосудия, 41-летний вор в законе Атари Бойцов Кублашвили никуда из Краснодара не выезжал, тихо и незаметно жил на съемной квартире. Криминалисты после первого осмотра тела пока не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако гибель законника могла наступить и от отравления. Точные причины установит медэкспертиза. Атари Бойцов приобрел криминальную известность еще в 2008 году, когда со своим подельником Арменом Варданяном похищал в Краснодаре коммерсантов, вымогая у них деньги и ценности. Бандиты жестоко пытали своих жертв. В 2011 году Бойцова посадили на 19 лет. Находясь в колонии строгого режима номер 18 в Мурманской области, он сумел угодить влиятельному кутаисскому клану воров и стать одним из них. По некоторым данным, Бойцов получил свой титул в 2013 году от известнейших воров, главы кутаисского клана Мираба Джангвиладзе и влиятельного Тариэла Аниани. Якобы это была награда за расправу над вором в законе Георгием Акоевым, внучатым племянником лидера преступного мира России Аслана Усаяна. В то время Акоев слишком активно выступал против Таро и требовал лишить его криминального статуса. На тот момент Бойцов активно рвался в воровскую семью, отрицая лагерный режим и пропагандируя воровские традиции среди заключенных. И когда Таро якобы пообещал воровской подход тому, кто накажет Акоева, Бойцов понял, что настал его звездный час, поскольку он сидел с Гией в одной колонии. В криминальном мире в ходу версия о том, что будто бы Атари зашел с группой заключенных в прогулочный дворик, где находился Гия. Окружение Акоева попросили погулять под предлогом выяснения воровских дел. Затем Атари вручил Гии телефон, по которому ему позвонил Мираб Сухумский. Они о чем-то говорили. А потом Гия якобы был жестоко избит Атари и его командой. Унижение законника произошло всего через 2 месяца после убийства в Москве деда Хасана и осталось тогда безнаказанным. Сторонники Усаяна приговорили Бойцова к смертной казни, но не смогли осуществить месть из-за ослабления мафиозного клана. Не исключено, что кто-то из дедовских вычислил и настиг обидчика Гии в Краснодаре. Согласно другой версии, Бойцова подкосила болезнь. Есть свидетельство, что еще в колонии он серьезно заболел, у него было тяжелое поражение спинного мозга. По этой причине в 2018 году суд освободил законника раньше срока, и он вернулся в родной Краснодар по месту регистрации. Однако Бойцов почему-то не пытался поправить здоровье, а скрылся от административного надзора, за что был объявлен в федеральный розыск. Возможно, он боялся мести со стороны сторонников Гии, куда больше болезней и полицейских. В прошлом году в Краснодаре против Бойцова возбудили уголовное дело по новой антиворовской статье за занятие высшего положения в преступной иерархии. В последнее время в отечественном криминальном мире произошла серия загадочных смертей законников. Следует отметить, что это началось после убийства, летом прошлого года известного вора в законе, Лоту Гули. Через неделю после смерти Гули, на 43-м году жизни во сне, умер Алексей Соломатин, известный в криминальных кругах как Леха Солома. Еще через несколько дней 65-летний Владимир Зятьков на своем катере врезался в баржу. В конце сентября прошлого года от инсульта умер держатель всероссийского общака Кахабер Парпалия. И, наконец, Амзар Джапаридзе, известный как Кватия, умер на 40-й день после смерти Гули. У всех 4 был конфликт с Гули. Что касается Бойцова, то прямого конфликта с Гули у него не было. Тем не менее, он умер ровно через год после убийства Салифова в турецком Белеке. Известно, что униженный некогда Бойцовым Гия Свердловский был соратником Гули. Оба они принадлежали к клану деда Хасана. Усаян всегда поддерживал братьев Салифовых.
Например, когда в 2003 году Гули пытались лишить воровского статуса, именно дед Хасан отменил это решение. Перед самой смертью в 2013 году дед Хасан поспособствовал коронации брата, Лоту Гули, Намика Салифова. Гия же, как внучатый племянник после смерти Усаяна, претендовал на власть в клане и о своих друзьях никогда не забывал. Поэтому, когда в прошлом году, по инициативе Шакра молодого Намика Салифова, хотели лишить статуса, Гия Свердловский не подписался против своего союзника.